Сегодня мы разберем 347 главу манги Черного Клевера, где, как и предполагалось, драконья семерка столкнется с настоящими противниками в лице паладинов. Реальность оказалась не такой, о какой им рассказывал Рю. К тому же, Ичика наконец узнала правду о своем старшем брате. Теперь ее мировоззрение никогда больше не будет прежним. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 347 глава манги Черного Клевера, переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Глава официально выходит 7 января, так что посмотрим, какого качества сканы мне достанутся в этот раз. Ну что, гигантский дракон повержен. Хоть на это и было потрачено огромное количество юроку, то бишь маны, но Ичика была довольна результатом. Хвастливо говоря, что им даже не понадобилась помощь этого неудачника. И с дальнейшим врагом они тоже смогут справиться сами. Я, конечно, не сомневаюсь в их силе и уверен, что мастера как с дальнейшим открытием новой локации они будут сильнее капитана, но такое наивное мнение о том, что они сами все смогут, зная лишь только их способности, не говорит о легкой победе. К тому же сами они с паладинами еще не сражались. Поэтому неудивительно, что как только Лили сделала свой ход, они даже не успели среагировать на это, о чем непосредственно с долей высокомерности говорит и сама паладин. Несмотря на то, что драконья семерка действительно сильна, вот только они никак не сравнятся против божественных рыцарей Люциуса. Используя пространственную магию, комбинируя ее с магией льда Хита, Лили точечно поразила каждую цель заклинанием неосязаемых ледяных клыков. Здесь я постарался как можно ближе подобраться к верному переводу, пытаясь доставить недостающие иероглифы, поскольку часть текста была перекрыта и утрачена. Подобный ход смог мгновенно поразить семерку драконов атакой со всех сторон, нанося огромный урон, попутно сковав их в ледяные клетки. То есть сейчас прошлый хит Грайс и нынешний находятся на совершенно разных уровнях по мощности магии. И это мы еще не знаем, каких дьяволов использовал Люциус при создании новых паладинов. Это точно должны быть не какие-нибудь простачки, а высокоранговые демоны, поскольку эти ангельские рыцари будут стоять на страже и защите его идеального мира. Но как оказалось, хоть и не без следа, но неосязаемые ледяные клыки достали не всех врагов. Ичика и Кадзакаку смогли выстоять. Вот только каждая из них была поражена их огромному количеству маны и силе заклинаний. Даже Кицуна без тормозов, которая вырвалась из пасти дракона, даже она была здесь не всесильна. Говорят, что эти шипы было почти что нереально разрушить ее имеющейся силой. Но при этом она не унывала, а наоборот, увидев нового противника, ей стало интересно, что же теперь покажут на этот раз. После чего Юрул, применяя звериную магию, призывает призрачного зверя. И как вы думаете, это остановит бесстрашную Кадзукаку, которая без колебаний напала на Лили, хотя по факту из присутствующих здесь паладинов она наверняка самая сильная. И да, этот зверь до чертиков напугал Кицуне. Вот так вот. Вроде сильная и без тормозов, а заволантили ее панической боязнью лягушек. Далее Юрул показывает нам истинную форму призрачного зверя, который, кстати, выглядит очень мило и прикольно. Оказывается, способность этого призрачного зверя — это песня, которая позволяет ему принять облик самого потаенного страха из воспоминаний жертвы. И самым большим страхом Ичики, как вы понимаете, был ее отец. Увидеть она его здесь никак не ожидала от слова совсем, но потом она вспомнила, что в детстве глава клана Ями постоянно над ней издевался. Из-за этого ее и начал пугать отец. Это был ужасный опыт. Вот только она понимала, что это была лишь иллюзия, пытающаяся воздействовать на психику. Однако внезапно в ее голове начали всплывать и другие воспоминания. В них мы можем увидеть, как их отец в грубой форме жалуется на жизнь из-за того, что до сих пор не развязалась еще никакая война. Он кричит на людей, говоря, что
они стали бесполезными кусками дерьма, и такое же отношение к воинственному клану Ями его просто выбешивало. Данные флешбеки не давали Ичике прийти в себя, так как она не могла понять, чьи это были воспоминания. Вроде подобные сцены ей были знакомы, но в ту же очередь эти эмоции от увиденного были настолько шокирующими, что запоминающимися их сложно было назвать. Затем Ичика вспоминает разговор Сукихира и отца, который грезил идеями восстановить былую славу гордого клана. В этом разговоре Яме была предложена Они-таблетка, которая резко увеличивает желание убивать и высвобождает скрытую демоническую силу. Это секретное лекарство передается в их клане из поколения в поколение. Глава клана хотел, чтобы таблетку принял именно Сукихира, так как тот обладал огромным и выдающимся потенциалом из всех. Но Ями отказался от этого, посчитал эту затею глупой тратой времени. К тому же ему не нравились идеи отца, и поэтому этот суперотец не смог предпринять ничего лучше, как дать эту таблетку своей дочери, над которой он всегда издевался. Со словами, ну даже если ничего и не случится, так как он в нее не верил и не надеялся, это хотя бы добавит ей немного разнообразия. После чего нас переносят к воспоминаниям, где люди, умоляя не делать этого, бежали кто куда только мог. Маленький Сукихира, скорчившийся от боли, скорее всего после сражения, произносит еле уловимое имя Ичика. И затем, переводя наконец-то наш взгляд с первого лица к третьему, среди всей этой ужасной картины мы видим в ужасе напуганное и окровавленное лицо Ичики. На самом деле это она была причиной истребления всего клана, что подтверждает последние слова, сказанные ее отцом. Он был просто в ужасе. Он даже и предположить не мог, что в ней сокрыта такая сила, чего и следовало было ожидать от его дочери Ичики. Затем воспоминания с ним заканчиваются, и мы видим, как Рюда говорит, что правда оказалась слишком сурова, чтобы освещать ее так, как все есть на самом деле. А значит, если Ичика была шокирована всей этой информацией, тогда из-за шокированного состояния, в котором она была, получается, что из-за этого данные воспоминания просто были заблокированы мозгом как нежелательная стрессовая ситуация. То есть теперь то, что я говорил, что клеймо истребителя клана совсем не подходит Яме, оказалось правдой. Ями невиновен, он отказался принимать таблетку, но вместо этого против своей воли ее приняла Ичика. Я не знаю, как вы, но я бы хотел увидеть полностью все то, что произошло с ней после того, как она приняла Они-таблетку. Какая же у нее появилась демоническая скрытая сила, от которой в ужасе был даже глава клана. Не, ну вы только представьте, как маленькая девочка просто уничтожала всех направо и налево. Я бы хотел на это посмотреть. Но остается тогда вопрос с Ями. Откуда у него оказалось демоническое сердце? То ли оно пробудилось в момент буйства его младшей сестры, то ли все-таки во время ритуала древа Клипот. Так что нам в этом все еще предстоит разобраться. Увиденные воспоминания шокировали Ичику. Она осознала, что это не ее брат был причиной истребления клана, а она сама. Ей все еще было трудно поверить в это, но если увиденные воспоминания окажутся правдивы, тогда выходит, что ее ненависть к старшему брату была просто необоснована. Все это время она винила невиновного. Она даже не могла толком ответить на атакующую иллюзию ее отца, поскольку была в полнейшем ступоре. Пыталась убедить себя сохранить ясность ума и подвижность тела, ибо бой был еще не закончен, но все равно это не помогало. Ее тревожила мысль, что она смогла стать сильнее только лишь благодаря своему отцу и той трагедии, хотя до этого она считала, что достигла всего сама. Короче, как бы она ни старалась, но открытие забытых воспоминаний настолько перевернуло ее восприятие всего, что происходит, что Ичика все больше и больше уходила в себя и забывала обороняться. Ситуация была настолько печальна, что ее никак бы не изменили остальные мастера, которые еле встали на ноги после предыдущей атаки. Но Лили успокаивает их, говоря, что все будет хорошо, поскольку Люциусу будут нужны подобные люди для защиты его истинного мира, а пока им стоит умереть, так как сейчас они всего лишь усложняют воплощению его плана. После чего, воскресив дракона, Лили была готова провести их в последний путь. Монстр, на которого мастера потратили приличное количество Йороку, восстановлен Лили. Ичику вот-вот настигнет ее же отец. Казалось бы, реальность полностью сейчас уничтожит защитников этой страны. Но тут, словно Ями, защищавший свою сестру, на помощь приходит Аста. И его очень разозлило то, что учителя, которому он сильно благодарен, пытались навредить. И это что получается? Если он пришел на подмогу, значит Астер смог воплотить свой Z10? Скорее всего да. Так что следует
следующая глава будет не менее захватывающей. Мне аж прям интересно, как же отреагирует Лили на появление Асты. Удивится или нет? Если же данный телепорт все-таки был запланирован. 347 глава Черного Клевера заканчивает этот том, и она вышла прям на славу. В общем, я рад, что имя капитана Ями все-таки отбелилось. Я верил в него, но я был удивлен, что убийцей была его младшая сестренка. Кстати, с новой главой Нахт и Кэп стали похожи судьбой. И тому родители втюхивали что-то, чтобы стать сильнее. Обои потеряли всю семью. Но у Ями осталась сестра. И не означает ли это, что Морген все-таки может оказаться среди паладинов? Мне почему-то кажется, что именно так и будет. Но также будет интересно услышать и ваши мысли на этот счет. Данный ролик я делаю 30 декабря, а значит уже завтра будет Новый год. Мое поздравление осталось неизменным. Я все так же желаю вам крепкого здоровья, удачи столько, чтобы прям покрыло яркими воспоминаниями весь год. И самое главное, это то, чтобы 2022 год забрал с собой все то дерьмо, что принес нам в нашей жизни. А в новом году, чтобы все у нас наладилось. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, с наступающим вас Новым годом и всем пока-пока.